Космологический принцип трещит по швам. Даже большой взрыв теперь под подозрением. Что, если мы ошибались? Что, если Вселенная никогда не была такой, какой мы ее представляли? Приготовьтесь узнать, почему. Паутина мироздания. Гармония хаоса. Обратите внимание на Вселенную, ее структура напоминает гигантскую паутину. Каждая ее нить идеально повторяет узор. Согласно космологическому принципу, так все устроено на масштабах больше 250 миллионов световых лет. Однородное, изотропное. Похожее на бесконечный океан, где волны галактик подчиняются строгим правилам. Комета Бернардинелли-Бернштейна. И посреди этих бескрайних просторов, в безмолвной глубине космоса, движется ледяной гигант — комета Бернардинелли-Бернштейна. Ее ядро диаметром в 75 миль. Напоминая плавучий остров изо льда и камня, оно делает ее крупнейшей кометой из когда-либо обнаруженных. Для сравнения, знаменитая комета Хейла-Боппа. Ее размер едва превышает 15 миль. Рядом с гигантом она кажется крошечной снежинкой. Взгляните в архивные данные 2010 года. Именно там астрономы нашли первые следы этого гиганта. Это как найти иголку в стоге сена, официально объявленная в 2021. Комета долго скрывалась в облаке Оорта. Ледяной колыбели на окраине Солнечной системы. Телескоп Хаббл подтвердил, ее ядро вдвое массивнее, чем предполагалось. И втрое больше типичных комет. Сейчас она находится в созвездии Сетки, на расстоянии почти 1,5 миллиарда миль от Земли. Чтобы разглядеть ее, нужен мощный телескоп. Невооруженным глазом этот левиафан не увидеть. Но главное событие впереди. В январе 2031 года комета достигнет перигелия, пройдя в миллиард миль от Солнца. Это в 10 раз дальше, чем орбита Сатурна. Почему это открытие так важно? Во-первых, Бернардинелли-Бернштейн — реликт ранней Солнечной системы. Ее состав может рассказать, как формировались планеты. Во-вторых, ее размеры бросают вызов теориям. Как такие гиганты сохранились в облаке Оорта, не распавшись за миллиарды лет? Ученые сравнивают ее с капсулой времени. Каждый снимок — ключ к разгадке тайн прошлого. Каждый спектр — новая загадка. И хотя комета не устроит яркое шоу в небе, ее молчаливое путешествие уже переписало учебники. Ведь иногда самые громкие открытия приходят из тишины, из космической бездны. Современная космология. Взгляните на стандартную модель. Темная энергия, таинственная сила, расталкивающая галактики. Она занимает 68%. Темная материя — невидимый каркас космоса. Ее доля — 27%. А привычные нам звезды, планеты и газ — всего 5%. Это как рецепт пирога. Мука и сахар — лишь крошечная часть. Основное — невидимые ингредиенты. Но как ученые пришли к таким выводам? Во-первых, реликтовое излучение. Эхо большого взрыва, зафиксированное спутниками вроде Планка. Оно гладкое, как поверхность озера, подтверждая, на больших масштабах Вселенная однородна. Во-вторых, данные слоуновского обзора. Галактики собираются в скопления. Но на гигантских расстояниях их распределение равномерно. И, наконец, сверхновые маяки космоса. Они показали, расширение ускоряется, как невидимый парус толкает мироздание. Даже последние научные открытия указывают на это. Джейдес. Вообразите, Вселенной всего 300 миллионов лет. Она темна, как чернила. И вдруг вспыхивают первые огни. Это галактики Джейдес 14.0 и Джейдес 14.1, обнаруженные телескопом Джеймса Уэбба. Их свет путешествовал 13,5 миллиардов лет, как послание из эпохи, когда космос был младенцем. Подумать, только эти звездные острова возникли так рано, что их существование бросает вызов всем теориям. Как будто ребенок написал симфонию, еще не научившись говорить. Взгляните на Джейдес 14.0. Ее диаметр — 1600 световых лет. Это в 1000 раз меньше Млечного Пути. Но для юной Вселенной и такой размер — чудо. Как эти галактики успели вырасти так быстро? Ученые ломают голову. Может, темная материя работала строителем активнее, чем мы думали. Или первые звезды зажглись раньше, чем предсказывали модели. Но главное — их роль в эпохе реионизации. Эти галактики, подобно факелам, растопили лед нейтрального водорода, наполнив космос светом. Без них Вселенная осталась бы темной и пустой, а их инфракрасное свечение, растянутое расширением пространства, как отпечаток пальцев самого времени. Скептики спрашивают, может, это ошибка данных? Но статистика железная. Эти галактики — не случайность, а ключ к тайне рождения звезд. Они заставляют переписать учебники. Оказывается, первые структуры формировались не за миллиарды лет, а за мгновение по космическим меркам. Что дальше? Телескоп Уэбба продолжает сканировать глубины. Каждый новый снимок — шаг к разгадке. И кто знает, может, следующее открытие покажет, что наша Вселенная взрослела куда стремительнее, чем мы смели мечтать. Кипу.
Вообразите, в бескрайней пустоте космоса тянется невидимая паутина. Ее длина более 1 миллиарда 300 миллионов световых лет. Это Квипу, гигантский мегаполис из галактик, обнаруженный в феврале 2025 года. Ее масса равна 200 квадриллионам Солнц, как если бы всю материю Млечного Пути умножили на немыслимое число. Команда Ганса Беринга из Института внеземной физики Макса Планка. В 2025-м они совершили прорыв. Ученые словно нашли иглу в стоге сена. Они анализировали рентгеновские сигналы скоплений галактик, расположенных на расстоянии от 424 до 815 миллионов световых лет от Земли. И вот, Квипи стала крупнейшей известной структурой в ближайшей Вселенной. Но самое удивительное — масштаб. Длина Квипи в 1000 раз превышает диаметр Млечного Пути. Почему Квипи так важна? Представьте, ее размеры бросают вызов нашим моделям Вселенной. Расположенная на расстоянии от 424 до 815 миллионов световых лет от Земли, она искажает измерения постоянной Хаббла. Это как обнаружить, что карта вашего города внезапно стала втрое больше. А вы даже не подозревали? Но главное, Квипи раскрывает тайны эволюции галактик. Ее боковые ветви, подобные щупальцам, показывают, как материя перетекает между скоплениями, подпитывая рождение звезд. Ученые сравнивают ее с космическим акведуком, питающим целые миры. Она напоминает нам, даже в 21 веке Вселенная полна загадок. И как когда-то инки вязали узлы для передачи знаний, так и Квипи записывает историю космоса в своей структуре. Rebels 25. Вообразите Вселенной всего 700 миллионов лет возраст, сравнимый с первым вздохом младенца. Но уже тогда в этой космической колыбели существовала галактика-гигант Rebels 25. Ее вращающийся диск, будто миниатюрный Млечный Путь, наводил порядок в хаосе раннего космоса. Масса 8 миллиардов Солнц. Это словно вызов природе. Я здесь, и я уже совершенна. Взгляните на данные телескопа Алма. С помощью миллиметровых волн ученые разглядели не просто скопление звезд, они увидели упорядоченную структуру с возможным баром, редкой чертой даже для современных галактик. Rebels 25 формирует звезды со скоростью 200 солнечных масс в год. Это как рождение нового Солнца каждые 18 часов. Для сравнения, наш Млечный Путь создает одну звезду в год. Почему открытие переворачивает науку? Оно ломает стереотип о ранних галактиках. Вместо хаотичных слияний — зрелый диск. Будто ребенок, рожденный сразу с университетским дипломом. Пересчет космических часов. Упорядоченные структуры формировались в разы быстрее, чем считалось. Самое удивительное — возможный бар. Перемычка из звезд и газа, типичная для зрелых галактик, будто кричит: «Эволюция началась раньше ваших теорий». Ученые в тупике. Как сложные структуры возникли за мгновение по космическим меркам? Это словно найти смартфон в каменном веке. Rebels 25 бросает вызов. Пересмотрите все, что знаете о моем рождении. И кто знает, может, ее свет, летящий к нам миллиарды лет, скрывает еще больше секретов. Верна ли теория? Но что, если пазл треснул? Гигантская дуга и большое кольцо — структуры длиной в миллиарды световых лет. Они нарушают все правила, напоминая гигантские трещины в теории однородности. Как эти монстры, вдвое превышающие допустимый предел, могли возникнуть? После большого взрыва и инфляции, которые должны были сгладить любые неровности, ученые в тупике. Данные микроволнового фона и сверхновых десятилетиями подтверждали модель. Но теперь аномалии множатся. Например, загадочное кольцо в созвездии Волопаса. Его форма противоречит ожидаемым сферическим паттернам. Барионные акустические осцилляции, следы древних звуковых волн от большого взрыва, как если бы кто-то переписал учебник астрономии. А расхождение в постоянной Хаббла, как если бы часы Вселенной тикали с разной скоростью, в разных уголках. Что дальше? Возможно, нам придется пересмотреть саму основу, космологический принцип. Может, темная энергия непостоянна. Или гравитация работает иначе на гигантских масштабах. Пока ясно одно. Вселенная словно шепчет. Даже в ее кажущемся порядке скрыты тайны, способные перевернуть все, во что мы верили. Giant Arc — гигантская дуга. Вообразите, на расстоянии 9 миллиардов 200 миллионов световых лет от Земли в созвездии Волопаса скрывается гигантская дуга. Как будто небесный мост, перекинутый через пустоту космоса. Ее длина — 3,3 миллиарда световых лет. Это почти 3,5% от всей наблюдаемой Вселенной. Если бы мы могли увидеть ее невооруженным глазом, она заняла бы участок неба, равный 20 полным лунам. Это как 2 десятка серебряных дисков, выстроившихся в таинственный узор. Взгляните на июнь 2021 года.
Именно тогда аспирантка Алексия Лопес анализировала данные слоуновского цифрового обзора неба и обнаружила невероятное цепочку галактик и скоплений, образующих идеальную дугу. Ученые назвали ее гигантская дуга. Структура, чьи размеры бросают вызов самому космологическому принципу. Согласно теории, во Вселенной не должно быть неоднородности крупнее 1 миллиарда 200 миллионов световых лет, но дуга втрое больше. Почему это так важно? Во-первых, ее форма не вписывается в стандартные модели барионных осцилляций, похожая на гигантский пазл, не подходящий к общей картине. Во-вторых, дуга расположена рядом с большим кольцом. Это намекает, возможно, существует еще более грандиозная система. Ученые ломают голову. Может, здесь замешана темная материя? Или виноваты гипотетические космические струны? Нити толщиной с атом, но длиной в миллиарды световых лет, оставшиеся со времен рождения Вселенной. Скептики утверждают, это случайное выравнивание галактик. Но вероятность такого совпадения, как найти иголку в стоге сена, размером с галактику. Дуга напоминает, даже в эпоху сверхточных телескопов космос способен удивить. И кто знает, может, разгадка этой тайны перепишет учебники астрономии. Big Ring — Большое кольцо. Всего через 3 года после открытия гигантской дуги та же исследовательница Алексия Лопес потрясла научный мир снова. Ровно на том же участке неба, всего в 12 градусах от дуги, она обнаружила Большое кольцо. Космический гигант диаметром в 1 миллиард 300 миллионов световых лет. Его окружность — 4 миллиарда световых лет, как гигантский обруч, опоясывающий пустоту. Взгляните на эту область. Оба объекта находятся в 9 миллиардах 200 миллионах световых лет от нас, подобно близнецам, бросившим вызов законам Вселенной. На встрече Американского астрономического общества Лопес представила данные слоуновского обзора, кольцеобразную цепь скоплений галактик. Ее статистическая значимость превысила 5 сигма, порог, после которого сомнения тают, как космическая пыль. Но главное — его форма. Ученые в замешательстве. Стандартные модели барионных осцилляций предсказывают сферические структуры, а не кольца. Самое интригующее — близость дуги и кольца. Вообразите, две структуры, каждая размером в миллиарды световых лет, напоминает части гигантского пазла. Что если они фрагменты еще более грандиозной системы, невидимой даже для наших телескопов? Алексия уверена, это не случайность. Вероятность совпадения, как найти две одинаковые снежинки в урагане. Пока одни ученые спорят о природе кольца, другие ищут ответы в модифицированной гравитации. Идея, что законы притяжения работают иначе, на огромных расстояниях. Но ясно одно, каждое такое открытие как трещина в фундаменте старых теорий. И кто знает, может, через десятилетия мы увидим новую карту Вселенной, где гигантская дуга и большое кольцо станут первыми буквами в неизвестном нам алфавите космоса. Пересмотр космологического принципа. Но как объяснить существование гигантской дуги и Большого кольца? Одна из ключевых загадок — их форма. Ведь барионные акустические осцилляции, или БАО, это эхо звуковых волн ранней Вселенной. Они оставили сферические узоры размером почти 500 миллионов световых лет. Однако дуга и кольцо, как бунтари, нарушающие правила. Их вытянутые и кольцевые формы не вписываются в сферические шаблоны БАО. Ученые шепчут, может, здесь замешаны неизвестные гравитационные силы или даже космические струны. Вообразите, реликтовые нити пространства-времени, оставшиеся после Большого взрыва. Эти струны толщиной с протон, но массой в миллиарды солнц. Они могли притягивать вещество, создавая гигантские структуры, пока их существование лишь гипотеза. Но если их обнаружат, это станет революцией. Однако данные говорят, струны, даже если они есть, ответственны менее чем за 10% структуры Вселенной. Взгляните на космологический принцип. Он утверждает, на масштабах больше 850 миллионов световых лет космос однороден. Но дуга и кольцо, растянувшиеся на миллиарды световых лет, бросают вызов этому правилу. Некоторые ученые предлагают радикальные идеи, например, модифицированную гравитацию, где законы Ньютона работают иначе. Скептики возражают, а вдруг это случайность, но статистика против них. Вероятность случайного совпадения для Большого кольца — 1 шанс на миллион. Это как найти алмаз в песчаной пустыне, размером с галактику. Так что же дальше? Ответы могут прийти с новыми телескопами. И Euclid, и DESI. Они исследуют темную материю, перепроверят данные и, возможно, откроют дверь в новую эру космологии. Перспективы. И кто знает, может, уже в скором будущем Луна станет вторым домом для человечества.
Орбита Земли превратится в оживленную космическую гавань. Словно колонии под куполами, астронавты добывают воду из лунного реголита. Туристы любуются Землей с высоты орбитальных отелей. Гигантские телескопы на обратной стороне Луны изучают темную материю. Межпланетные корабли заправляются на орбите перед полетом к Марсу. Все это не фантастика. Логичный шаг в эру, где космос станет частью нашей повседневности. Ведь уже сейчас проводятся разработки, которые приближают этот сценарий. В 2025-м миссии вроде Blue Ghost и Hakuto-R прокладывают путь к лунным базам. Программа Artemis готовит первую женщину для высадки на Луну. Blue Origin тестирует посадочный модуль МК Один, способный доставлять тонны грузов. Одновременно ESA и партнеры внедряют инициативу Zero Debris, чтобы к 2030-му очистить орбиту от мусора. Роботы-уборщики вроде Clear Space 1 уже готовы к запуску. Коммерческие компании вроде SpaceX и Blue Origin снижают стоимость полетов. Малые спутники размером с чемодан делают космос доступным даже для стартапов. Технологии перезаправки на орбите продлят жизнь спутникам. Ракеты New Glenn и Starship обещают доставлять грузы дешевле, чем когда-либо. Человечество не останавливается на достигнутом. Рекордные космические прогулки, коммерческие станции ВАСТ, планы постоянного присутствия на орбите — все это части мозаики под названием «Космическая эра 2.0». И хотя вызовы остаются, от мусора до межпланетных рисков, ясно одно: мы на пороге эпохи, где границы возможного расширяются с каждым запуском. Аутро. Ну а пока гигантская дуга и большое кольцо, Квипи и галактика Rebels 25, словно кусочки мозаики, разбросанные по Вселенной. Каждый из них бросает вызов нашему пониманию космоса. Они как будто кричат: ваши теории неполные. Квипи, протянувшиеся на 1 300 000 000 световых лет. Подобно гигантскому гравитационному мосту, связывающему галактики в единый танец. Гигантская дуга и кольцо, нарушающие предел однородности, напоминают космические артефакты, оставленные неведомой цивилизацией. Они заставляют пересмотреть принципы изотропии. А Rebels 25 — невероятно древняя галактика. Она доказывает, звездные системы росли в разы быстрее, чем мы думали. Что их объединяет? Все они — ключи к тайнам, которые наука только начинает расшифровывать. Квипи влияет на постоянную Хаббла. Дуга и кольцо ставят под сомнение инфляционную модель, а галактики-младенцы переписывают историю реонизации. Вместе они рисуют картину Вселенной, где случайность и закономерность переплетаются, как нити в узлах инкского Квипу. Сейчас телескопы вроде JWST и Euclid сканируют небо. Ученые спорят: одни ищут космические струны, другие — новые формы темной энергии. Но ясно одно — мы стоим на пороге революции. Каждое из этих открытий не конец, а начало. Начало новой эры, где даже самые смелые гипотезы могут оказаться лишь первым шагом к истине.